Друзья, всем огромный привет, я очень рад видеть вас на своем канале. Итак, сегодня на дворе у нас 5 февраля 2026. И я для вас решил записать небольшое видео, так скажем, похвастаться кое-какими вещами. Но сделаю это не как обычно за рулем мотоцикла. Хотя сегодня можно было выехать, я собирался сегодня именно проехать, немножко поговорить, но немножечко приболел, поэтому я не стал рисковать и так думаю, ладно, запишу из дома и, в общем-то, в принципе, поделиться с вами обновками, которые я себе приобрел. Все равно нужно было бы их записывать как-то из помещения с какого-то. Но самое главное, чем я хотел с вами поделиться, это, конечно, очень-очень замечательной, хорошей новостью. Да? Сейчас мы живем в такое время, что хороших новостей вообще не дождешься. Да? Эта новость действительно хорошая, но опять же относительно, да, все относительно в нашем мире. И новость звучит примерно так. Сейчас я вам даже покажу. У меня есть такая. Ровно 105 дней, 16 часов 12 минут 50 секунд до начала моего нового мотопутешествия. Нового мотопутешествия 2026. В общем-то, в принципе, уже почти все уже подготовлено для этого. Куплен билет на паром. Куплены кое-какие там причиндалы еще, которые не доставало мне. И, собственно, практически весь маршрут тоже уже составлен. Мы поедем. И как вы понимаете, что тот, кто часто смотрит мой канал, наверное, знает, что моя самая любимая страна для мотопутешествий – это Турция. И в общем-то, уже составлен маршрут. Прекрасный маршрут, да. Действительно, очень замечательный маршрут получился. И в этот раз, я уже как-то заикался там в одном видео, мы едем компанией, да. Со мной едет мой старый друг, мой хороший старый друг на Старой Африке. Что-то сильно часто повторяю слово «старый». Старая Африка, старый друг. Мы все уже старые. Еще едет два новых знакомых, тоже, примерно наш ровесник, плюс-минус 55-56 лет. И еще один Виталя, чуть помоложе. В общем, 4 человека. И мы отправляемся 23 числа. В общем, паром 24 или 25, где-то так, мая. И с Анконы, город Анкона, в Игуменицу. И там, в общем, едем по Греции, заезжаем в Турцию. Собственно, это самая главная новость. Это то, что путешествие планируется, и я надеюсь, что оно состоится. Осталось не так много времени. Да, по поводу, тот, кто, может быть, задаст вопрос, там скажет, а что там с восхищением, да, например. Про эту тему можем поговорить. В общем-то, я просто два слова скажу, что, как это обычно бывает, если ты начинаешь углубляться в какую-то тему, да, и искать ответы на твои вопросы, то, как часто это бывает, ты не столько находишь ответы, сколько вопросов становится еще больше. В общем, я этим делом занимаюсь, я за этим делом слежу. То, что мы находимся при дверях очень-очень близко, это как бы уже понятно. Но, опять же, этот срок, 1 месяц, 1 год, 5 лет, 10 лет, это, в общем-то, чем глубже я погружался, тем становилось, менее понятно. Поэтому фраза, что вот-вот, завтра, послезавтра, она, в принципе, действительно не работает. Но сегодняшнее видео я хотел именно посвятить этой новости. Собственно, и так пару вещей показать относительно моей подготовки, к этому мотопутешествию. В принципе, у меня все готово. И экипировка, в принципе, полностью, все снаряжение тоже готово. Мотоцикл всегда готов. Нужно провести только, поменять масло.
фильтры я менять не буду, я имею в виду воздушные, поменяю масло. Вот, и поэтому я купил, вот, я уже показывал, вот такой тетрапак. Вот, снова масло фирмы Fuchs. Здесь V30, как и положено. Вот, вполне хорошее масло, оптимальная цена. Вот, значит, сейчас я вам покажу. Вот, заменим фильтр. Вот, я его все-таки меняю, ну, по-моему, я один раз только пропустил, а так обычно я его всегда меняю при каждой замене. Купил оригинальный. Вот, также оригинальный хондовский фильтр масляный, основной, да. Вот, это тоже оригинальные шайбочки алюминиевые. 2 евро стоит одна. Вот. Вот, ну, это то, что касается масла. А, да, еще купил вот такой вот тазик. Наконец-то я купил нормальный тазик, а то у меня был этот тазик детский. И, в общем-то, вот, чем он хорош, как мне кажется, ну, во-первых, после того, здесь есть шкала, да, можно посмотреть точно, сколько масла, значит, вытекло, да, ну, на всякий случай. Вот, потом удобно будет вылить в канистру, не нужна уже воронка, да, как вот, допустим, из обычного тазика. И есть еще вот такая полочка, да, чтобы поставить фильтр после того, как его открутишь, вот, чтобы масло с него вытекло и потом уже его выбросить. Поэтому отличная вещь, мне кажется, что вот мы ее испробуем, посмотрим, как она себя покажет. Ну, я думаю, что все будет хорошо. Вот. Вот, ну и, соответственно, вот такие я купил в Люисе, тоже заехал Брэмс раннего, чтобы это помыть. Вот, целых 3 баллона. Вот. Так, вот, и относительно немножечко еще по снаряжению пару. Купил такие колышки, как раз 5 штук. Вот, основные, которые я растягиваю палатку, вот, они будут, я так подумал, будут со мной, где, допустим, трудно будет закрепить грунт жесткий там с камнями, то можно вот забить вот эти и растянуть палатку. Маленькие, легкие и очень прочные. Вот, это как бы улучшим немножечко. Так, потом что еще? Что еще? А, вот, собственно, вот эту вот шелковый вкладыш. Да, вкладыш, но я не знаю, как он называется. По-моему, по-немецки называется Hüttensack, да, ну как бы внутренний, короче, мешок, сделанный из шелка, такой очень тоненький, да. В него вот сначала залазишь в этот мешок, а потом уже в мешок спальный, да. Вот, ну как по отзывам, он очень хорошо, значит, изолирует. И получается легкий, у меня очень легкий спальник, я не хочу брать пуховый, в пуховом очень жарко. Вот, а так как я еду на юг, вот, иногда просто когда там, допустим, где-то на высоте ночуешь, то понятно, что бывает до нуля опускается температура, поэтому в тоненьком спальнике прохладно, а вот это, думаю, вещь меня спасет. Ну и плюс гигиена. В общем-то, вот, купил в Декатлоне, стоит, ну, порядка 47 евро стоит. Ну, вот, ну и раз это шелк, то я надеюсь, что будет хорошо. Вот, испытаем его, посмотрим. Вот, и я еще подумал, если совсем будет жарко, что вроде как можно вот просто лечь в этот вот мешочек в тоненький, да, допустим, и лежать. Ну, посмотрим, вот, как оно будет. Обязательно потом дам знать. Значит, что еще? Да, носки. Вот. Купил вот такие носки. Я заказал носки, значит, специальные, да, ну, потому что те, кто ездит, знают, что вот хорошие носки, чтобы ноги всегда были и в жару, именно это для лета носки, да, они такие хорошо впитывают влагу, отдают, значит, вот этот, и очень комфортно ногам. Вот, я заказал шведские. Я сейчас не помню, как эта фирма называется, из Швеции, вот, в январе, вот, но до сих пор не получил, мне постоянно эту посылку на неделю задерживают, ну, пишут, что так и так, пока нет, вот, ну, в общем-то, вот, вроде на 10 число, не знаю, придет или нет,
Но я думаю, что вот будет у меня двое носок таких мощных, классных. Вот, так что будет очень комфортно, надеюсь, да. Вот, ну это такие простые тоже я взял. Значит, что еще? Ну и взял вот такие вот трусы легенькие, совсем типа шорты. Вот очень мало места занимает, просто офигенно. И они очень, ну, не мнутся, да. Мнутся, конечно, но не так сильно, да. Вот. Да, ну и вот еще вот такие вещи. Такую вещь — это силиконовые затычки. Я без них не езжу всегда. Вот 8 штук как раз мне хватит на поход. Да, ну и вот еще такую футболочку, термобелье. Вот так как я еду на юг, там жара, и у меня две футболки таких тонких, очень таких тонких, и с прекрасного материала, который отдают тепло. Вот. Без рукавов, да. Вот это будет и та шведская тоже. Вот носки я тоже этой же фирмы выписал. Шикарная футболка, в ней очень комфортно. Вот, и термобелье Halvarssons, тоже такое очень классное. Но это на случай там, если немножечко будет попрохладней, я уже одеваю там с рукавами, и тогда все. Вот, не знаю, как покажет себя куртка, новая куртка в жару. Вот, я все переживаю, все-таки она такая, по сравнению с моей старой, она гораздо толще и, в общем-то, ну, сама мембрана, вот это все. Ну, посмотрим. Вот, ну, это вот пока все хорошие новости. Ну, хорошие они, конечно, относительно, да, потому что вообще в нашем мире все относительно, и все меряется вот так. Ну, для меня это прекрасные, замечательные, хорошие новости. Вероятнее всего, что я, наверное, еще поменяю заднее колесо, заднюю покрышку. Вот, потому что вот это прошла где-то 11 тысяч. Ну, думаю, 5 она еще пройдет смело, а потом уже будет как бы уже совсем лысоватая. Ну, пусть даже 6 тысяч. Но поэтому получается, что я прикинул, что если мы поедем, я отправлюсь в путешествие на этой покрышке, то получается, что на обратной дороге она у меня будет уже там как бы под слик. И, наверное, это не очень хорошо. Вот, поэтому я все-таки куплю новую покрышку TKZ 70, да, Continental. Заменю ее, перед оставлю. И, в общем-то, вот и на этом, в принципе, вся подготовка закончится. Маршрут замечательный, еще раз хочу сказать пару слов вот о маршруте. Значит, мы пойдем по Тету. Сразу также с Греции заедем в Турцию, пойдем по Тету. Эту западную ветку Тета я практически всю прошел, там за исключением некоторых моментов. Вот, поэтому мы в этот раз корректировали ее. И вот эти не очень интересные места выбросили и проложили свой собственный маршрут. И очень интересно, там два места есть таких шикарнейших просто по красоте. Мы обязательно туда заедем. Вот, вне Тета, да. И потом спустимся на юг и пойдем по южному Тету. Вот южный Тет, он просто самый такой обалденный. И будем подниматься наверх, на север, там, а там дальше посмотрим, где мы окажемся и сколько у нас останется времени. Там уже будем ориентироваться по месту. Вот. Поедем не спеша, в общем-то, с удовольствием, и, в общем-то, будем наслаждаться и отпуском, и красивыми дорогами, красивым видом, красивой погодой, и всем, что нас будет окружать. Вот. Поэтому я считаю, что это тоже замечательная и хорошая новость. Да, еще сегодня я буквально нашел сайт, где ремонтируют дроны. Да, вот, потому что у меня дрон так и валяется, он не сделан. И, в общем-то, я там им написал письмо с поломкой. Вот сейчас жду ответ, какой будет ответ, сколько будет стоить примерно, да. И тогда, наверное, отправлю им дрон, и они мне отремонтируют, и возьму снова дрон с собой. Вот один из высоких людей, который там занимается всеми этими новыми технологиями, сказал, что этим летом, даже на YouTube мы не будем знать, контент это реальный или это сделано КАИ, да? То есть это ложь или это правда. То есть ложь от правды мы уже этим летом практически отличать не будем. Вот, поэтому
сразу хочу сказать, что те, кто будет смотреть мой контент, вот, мы как-нибудь, может быть, его перехитрим. Вот. Вот, я имею в виду, что не потому, что мы умнее его, а потому что мы можем немножко затупить, а он тупить, наверное, не умеет, он слишком умный. Поэтому где-нибудь там сами поймете, где правда, где ложь. Так, ну вот вроде бы и все, друзья. В общем, на этом я с вами прощаюсь. Сейчас пойду быстренько смонтирую это видео, выставлю. И, собственно говоря, как появятся какие-то новые хорошие новости, я обязательно с вами поделюсь. Поэтому желаю всем добра, счастья, любви.